нас. Начинаем, естественно, с овнов. Овны. Первая карта для овна. Какая-то пятерка кубков. Ну, знаете, так себе начало. Пятерка кубков – карта разочарований, хоть и очень местечковых и временных. Пятерка кубков говорит, дает совет овнам. На этой неделе приготовьтесь, успейте, подстрахуйтесь от какого-то разочарования. Вам придется испытать кратковременную, но все-таки негативную эмоцию, потому что что-то не состоится, что-то отменится или отложится, отменится встреча или свидание. Любимый человек не скажет слова, которых вы ждали, а может и скажет то, что не хотели слышать. Может случиться временное непонимание в семье, или может сорваться какая-то сделка, купли-продажи у вас. В конце концов, наша жизнь полна событий и впечатлений, которые нас разочаровывают. Вот пятерка кубков описывает именно такое состояние, когда объективно ваша жизнь очень даже гладкая и ладненькая, но вдруг как будто бы Вселенная ложку дегтя подливает, понимаете, да, и что-то такое досадное, даже пусть мелкое, включается в вашу жизнь. Пятерка кубков, вообще назначение этой карты в колоде в том, чтобы успеть предупредить вопрошающего, а здесь вопрошающий-то вы, овны. Не расстраивайтесь по пустякам. Вы не вспомните об этом буквально через неделю. Дурные эмоции, даже депрессия по пятерке кубков как приходят из ниоткуда, так же никуда и возвращаются. Абсолютно без ваших усилий. Поэтому если у вас есть какие-то крупные, серьезные планы, связанные с этой неделей, то допускайте хотя бы где-то внутри себя, хотя бы маленьким кусочком сознания, допускайте, что эти планы сорвутся. А вам нужно быть готовыми не заплакать от бессилия или отчаяния, когда это произойдет, потому что потом все сложится наилучшим образом, даже лучше, чем вы планировали. Эмоциональная водная масть, которая, по сути, противостоит вашей огненной масти. Поэтому овны могут ощущать себя сильно не в своей тарелке. Это как будто бы чуть-чуть не ваш день. Я не говорю вся неделя. Наверняка речь идет о переживаниях только одного дня в этом периоде. Следующая карта для тельцов. Ну, посмотрим, что это за неделя для тельцов. Десятый аркан достается тельцам, колесо фортуны. По традиции некоторые авторы называют эту карту самой счастливой во всей колоде Таро. Следующая неделя – это время, когда за тельцов всерьез, по-хорошему возьмется судьба. Ждите самые необычные ее подарки, известия, сообщения, события, новости. Все, про что вы можете сказать: ага, это происки высших сил. Судьба решила меня наградить в чем-то, в работе, профессии, в бизнесе, в деньгах, может быть, в любви или в дорогах, или даже в творческих поисках. Меня судьба настигла, ангел осенил меня своим нежным крылом, пригрел и все мне раздал. Вот, по колесу фортуны люди находят искомое без каких-то особенных собственных усилий. Это время, когда, ну вот буквально все силы Вселенной работают на вас. Самые случайные, невероятные совпадения случаются под этой картой. Вы оказываетесь вдруг, вопреки собственным планам, в нужное время, в нужном месте. Колесо фортуны, вот важная сноска, важное замечание. Колесо фортуны все-таки работает, опираясь на какое-то собственное видение вашей жизни. Поэтому
вполне возможно, что судьба в этот период раздаст тельцам не то, что они просили и ждали в меньшей степени, а то, что по-настоящему нужно с точки зрения высших сил. Мы ведь часто, я думаю, вообще чаще всего и не понимаем, понятия не имеем, что на самом деле можем или да, на что можем рассчитывать. То есть, конечно, под колесом фортуны нужно, знаете, стоять широко раскрытыми глазами и с вот такими раскрытыми ладонями принимать очень благодарно и внимательно все, что дает в это время судьба. Кому-то деньги, кому-то любовь всей жизни, кому-то увлекательное путешествие, кому-то, в конце концов, удачный шопинг или выгодную сделку. Все подойдет. В общем, везение и счастье. Дальше близнецы. Близнецам выпадает вот такая карта. Тоже очень хорошая для близнецов. Десятка кубков. Она называется изобилие. Десятка кубков, тоже водная чувственная масть, говорит в первую очередь про изобилие эмоций, изобилие эмоциональных ресурсов. То есть здесь идет общение, ваше нахождение среди подходящих по-настоящему своих людей. Десятка кубков обещает нахождение общих интересов или общей выгоды многими людьми. По ней устанавливаются очень хорошие отношения в коллективе, возможно, даже новом. По ней родственники очень хорошо дружат, возможно, встречаются, возможно, вместе проводят время, отмечают какой-нибудь 100-летний юбилей общей бабушки. Десятка кубков – это набор моментов счастливых в судьбе, когда вы прям не знаете, плакать вам или смеяться от счастья. Это эмоции, которые вот заливают и переполняют душу. Естественно, тоже масса событий жизненных могут вызывать у нас вот такие вот яркие и явные эмоции. Очень часто десятка кубков связана именно с семьей. Ну, трудовым коллективом, с трудовым коллективом может быть, но только если вы его воспринимаете как семью. Она описывает внимание, трепетное внимание друг к другу, многих людей, взаимную помощь, очень активный обмен эмоциями, очень положительными. Это карта семьи, материнства, родительства и любых подарков, связанных вот с этими институтами нашей жизни, да, с этими ипостасями нашего существования. Дальше, конечно же, рак. Какая карта достанется раку? Видите, какая добрая колода, да? Царский Таро. Какие добрые карты оказались. Раку достается раку. Ох, королева мечей. Злодейка, соперница, та самая пиковая дама, про которую все знают и говорят, и классики пишут. Королева мечей в данном коротеньком раскладе обозначает для рака буквально две вещи. Первое – это действительно женщина. Вам придется, хотите вы того или нет, обратить внимание на женщину. Мыслящую, яркую, умную, возможно, конфликтную. Эта женщина либо создает для вас препятствия, буквально является соперницей в любви или в работе. Это может быть и злая начальница, если начальница примерно одного с вами возраста. Либо эта женщина своим умом, своей проницательностью, своим нестандартным подходом к жизни помогает вам что-то решить какие-то проблемы. И знаете, честно говоря, только вам выбирать, как вы эту умную женщину рядом используете. Увидите ли вы в ее словах подвох, оскорбление и повод для обиды, либо вы ее слова расцените как знамение свыше, как некое необычное, нестандартное знание, и которое вы используете в своей жизни
для того, чтобы эту жизнь улучшить. Кстати, воздушная женщина, королева мечей, подсказка, так для рака может работать женщина воздушной масти, например, водолей. Да? Они мыслят совершенно иначе, чем вы. И к их советам стоит прибегать, даже если они несколько в обидной форме их излагают, потому что они могут ценную мысль какую-то вам предложить. Вот. А второй вариант королева мечей – это уже вы сами и ваши интеллектуальные усилия. Королева мечей хороша для поисков какой-то интеллектуальной работы, интеллектуально напряженной. Хороша она для учебы, для того, чтобы сдать экзамен блестяще где-то. Королева мечей – это блестящие мозги, буквально так это называется. Поэтому, если у вас в жизни есть сейчас какая-то трудная проблема, эта карта советует мозговой штурм. Думать, смелость мысли должна быть. И как не костное, нетрадиционное мышление, так и нетрадиционные какие-то поступки. Интеллектуальную работу эта карта обозначает. Помните, одна известная героиня в известном фильме произносит великую фразу: «Мужчины любят женщин интеллектуальных профессий». Вот это все про это. Дальше, конечно же, львы. Львам достается паж жезлов. Паж жезлов – карта скорая, веселая и деловая. Обозначает она предложение, новость, известие, сообщение, письмо, телеграмма, появление нового человека. Самое главное, что это касается вашей социальной жизни, вашей работы, вашего бизнеса. Это предложение о работе в буквальном смысле. Это отличные новости, которые касаются ваших даже самых застойных дел. Строительства дома, поисков, может быть, партнера для совместной жизни, новости об открытии бизнеса, вот, и так далее. Пажа жезлов очень сложно, вернее, очень просто пропустить. Это такой, знаете, неуловимый тип. И новости, которые приносит паж жезлов, деятельные, влияющие на вашу жизнь, очень, знаете, такие рациональные, гарантированные, честные, понятные, но очень скорые. Это, знаете, такой шанс, который вот как комета пронесется очень быстро мимо, может просвистеть, если его не ухватить. То есть, возможно, предложение о новой, например, да, работе вы услышите, и надо будет очень быстро оценить все шансы, очень быстро согласиться, потому что, не будут ждать, пригласят другого. И, кстати, паж жезлов вполне может обещать льву новое и романтическое знакомство. В этом случае мы видим портрет молодого человека огненной масти с горящими глазами, такого, который тоже может рядом надолго не задержаться, если вы не приложите усилия. Однако в любом случае веселые, живые и, главное, очень полезные новости и обновления вас ждут. То есть ваша жизнь как компьютер. Будут установлены обновления. Главное вовремя нажать на вот этот вот значок, чтобы не отказаться от этих обновлений, принять их. Дальше, безусловно, девы. Для девы следующей неделе обещает раздумья. Ну что, дорогие девы, все в вашем стиле. Двойка мечей. Нет, я прошу прощения, двойка жезлов. Почему же? Раздумье. Сказала одно, а потом другое. Двойка жезлов. Эта карта называется именно раздумье. Как вы думаете, чем занимается вот этот вот человек на картинке?
Ну, конечно, он думает и рассуждает сам с собой, слушателей и зрителей вокруг него нету. Двойка жезлов предсказывает в это время определенный выбор, достаточно крупный и важный, между, да чем угодно, между двумя работами, между двумя делами, двумя встречами, двумя людьми, двумя платьями, в конце концов, или двумя популярными курортами. А выбор этот хороший, а вы остановились и не можете выбрать, потому что оба варианты достойны друг друга. Двойка жезлов, в отличие от, например, двойки мечей, описывает выбор из лучшего, не из двух зол. Карта часто выпадает как совет. Выбирайте, не торопитесь, думайте. Если вас кто-то, особенно если вас кто-то подгоняет, если кто-то торопит вас с выбором, я не думаю, что деву вообще можно поторопить с выбором, да, и убедить где-то торопиться. Но тем не менее, если вам предстоит сделка и оппонент настаивает, контрагент, то возьмите все равно тайм-аут, скажите, что вам нужно подумать. И вообще всем скажите, что вам надо подумать. Потому что зачем думать? Чтобы сохранить, отстоять свои интересы. Здесь нет конфликта в этой карте. Однако любая ситуация в жизни у вас сейчас, что бы вам ни предстояло, брак или открытие собственного дела, любая ситуация может развиваться как в пользу ваших интересов, так и чуть-чуть против них. И вы сейчас очень должны стоять на своем. То есть думайте, не поддавайтесь уговорам, убеждениям, не торопитесь и стойте на своем. Не агрессивно, но стойте. Это еще и карта молчания. Знаете, вот по этой карте человек замирает, смотрит вглубь себя, не реагирует на внешние раздражители, особо ни с кем не общается. Дальше, естественно, весы. Следующая неделя для весов. Ох ты! Неделя лицемерия и хитрости вам достается. Семерка мечей. Семерка мечей говорит, что вам кто-то что-то не договорит, и вам придется сталкиваться с откровенно сокрытой, умалчиваемой информацией. Не верьте глазам своим, и тем более не верьте своим ушам. Если вы идете на собеседование о работе, например, то будьте готовы, что рекрутер или работодатель вам до конца не расскажет условия оплаты, условия работы. То есть вас будут, в самом худшем случае пытаться обмануть. А в лучшем случае семерка мечей – это, знаете, такое достаточно невинное, к сожалению, для многих привычное лицемерие. Вы встретите человека, одного или нескольких людей с очень хитрой лицемерной позицией. Интересно, что семерка мечей также советует и вам, дорогие весы, проявлять хитрость в контактах. Вы тоже не должны быть открыты, особенно с людьми, в которых не уверены. Вы тоже не должны все рассказывать, что у вас на сердце и в голове. Я думаю, что семерка мечей и ее советы полезны в жизни часто. Хуже, если эта карта у вас проявляется в домашних, семейных или любовных делах. Тогда плохо, тогда получается, что вы не доверяете своему партнеру или он не доверяет вам. Возможно, вам придется своего избранника обманывать в любви. По-крупному или не очень. Семерка мечей рекомендует во все вникать. В конце концов, любая карта масти мечей предполагает очень острую мысль, очень острое проникновение в суть вещей. Замечайте людей, прислушивайтесь к ним, анализируйте их тайные поступки, слова старайтесь слышать, которые не говорят вслух. Читайте письма между строк. В общем, вот такие разные хитрые альтернативные ходы карта предлагает весам. Главное, не допускайте лицемерия в личных отношениях, дома, в семье.
а снаружи можно и нужно. Дальше, безусловно, герой нашего гадания – это сильный, местами опасный Скорпион. Ох, скорпионы у нас оказываются в фаворитах почти что так же, как и тельцы, потому что скорпионам выпадает тот самый туз пентаклей, да-да, после появления которого старые мастера гадания даже не продолжали расклад, чтобы не спугнуть птицу удачи. Туз пентаклей обещает скорпиону все и сразу. Это крупная денежная карта, поэтому в первую очередь это хорошие деньги. Хорошие деньги, разовая сумма, премия, выгода от сделки, какой-то гонорар. Сумма эта оказывается в руках и очень меняет жизнь, добавляет настроение, дает возможности, и возможности достаточно большие, вплоть до возможности как-то серьезно поменять жизнь. Вы знаете, да, что деньги – это как раз энергия, которая очень способствует переменам. А уж какие перемены вы сможете на эти деньги позволить, это может быть по-разному. Кто-то позволит себе в самый дорогой салон парикмахерский пойти в городе на полное обслуживание, да? А кто-то позволит себе дом за границей купить и переехать в конце концов в этот дом. Туз пентаклей – это великий шанс, это дверь в новую жизнь буквально, начало новой жизни, начало нового выгодного бизнес-проекта, например. В конце концов, это новый дом, в который вы заезжаете с удовольствием, звените ключами. Это новая семья, брак или возможность встретить человека, с которым этот брак заключите в будущем, в дальнейшем. Скорпионы, обратите внимание и не пропустите. Считается, что все тузы – это все дети птицы счастья, которые, конечно, очень хорошо, когда прилетают, но которые и легко упустить. Будьте внимательны, будьте очень-очень настроены на счастье. Вообще судьба очень не любит тех, кого одаривает, а они к этому не готовы. Судьба не любит тех, кто отказывается от ее подарков, неблагодарными считает. У вас есть шанс этот подарок взять и, возможно, попросить еще счастья, успех, удачи, здоровья и большие деньги. Это жизнь Скорпиона на следующей неделе. Дальше Стрелец приходит к нам. Для Стрельца выпадает, ну что ж, невинная, милая, уютная тройка кубков. Тройка кубков, троица какая-то определенная, всегда здесь есть. Или, да, трио, какой-то тройственный союз. Вот видите, наши герои здесь на карте, здесь какие-то религиозные мотивы у иллюстраций. Здесь 3 человека изображены. Тройка кубков советует вам обращать внимание на все, где есть цифра 3. Вот как бы это ни звучало. В самом, скажем, негативном проявлении это может быть намек на любовный треугольник, а в самом позитивном это крепкая и взаимовыгодная дружба, сотрудничество между людьми. Тройка кубков говорит, что куда бы стрельцы ни пошли, везде встретят хороший прием, везде их напоят, накормят и спать уложат. Тройка кубков – это друзья, это ваша повседневная жизнь, это очень такое доброе, привычное и энергетически важное, повседневное ваше окружение. Карта советует обратить внимание на
друзей и соседей, на ваших коллег и даже не близких родственников. Карта советует объединяться, объединять интересы, много разговаривать, жаловаться, если есть на что, потому что найдутся выходы, найдутся советы и советчики. Карта советует даже устроить какое-то небольшое застолье между собойчик, вот такой на троих, как у наших героев. У них же явно вечеря какая-то здесь происходит. То есть такого маленького уютного праздника будет достаточно, чтобы поднять настроение или даже решить какие-то крупные проблемы в жизни. Люди, люди и люди. Вот такой совет вам на неделю. Все контакты, все внимание людям. Дальше Козерог. Для Козерога, достается 10 мечей. Многие ее боятся, а художники, особо не вникая, всегда какую-нибудь страшную картинку лепят на эту карту. Вот как здесь, например. Да? 10 мечей, карта кризиса и отчаяния. По ней что-то заканчивается. Заканчивается исключительно болезненно и, как вам кажется, не вовремя. В нашей жизни закончиться может что угодно. Проживание в каком-то доме, или в каком-то городе, или в какой-то стране. В нашей жизни могут закончиться разрешительные документы, или работа, или бизнес может закончиться. Конечно, может закончиться и любовь, романтика. Да-да. Болезненные расставания для пары тоже эта карта предусматривает. Они тоже идут под 10 мечей. В основном карта описывает ваши чувства, эмоции, настроение. Она говорит, что Козерогу придется как бы перестрадать. То есть, возможно, вы скажете, что да, это время, которое надо просто пережить, потому что дальше будет все очень и очень хорошо. На самом деле смысл 10 мечей очень оптимистичный. Она всегда, без исключения, и это подтверждается моим опытом личных гаданий, обещает скорый конец черной полосы. Вот в чем вы считаете, у вас сейчас черная полоса? Может быть, вам работа не нравится, и вы ждете повода ее поменять. Может быть, вы в одиночестве считаете черной полосой какое-то тотальное, мучительное одиночество, которое вам не нравится. Тогда ваше одиночество закончится. Чем? Естественно, счастливым знакомством и нахождением пары для себя. В общем, 10 мечей обещает в любой сфере жизни рассвет. Знаете, рассвет, наступление ясности, тепла и счастья. Но перед рассветом вам нужно будет пережить последний скандал, последнюю ссору, последнюю потерю или последнее, крайне неприятное впечатление. Ночь темна перед рассветом. Часто же так говорят. 10 мечей про это. Вы обязательно скоро будете свободны и счастливы. Но перед этим надо будет немного пострадать. Вот так вот. Теперь Водолей. Водолею, веселому и умному, достается карта. Веселая и умная карта. Это паж, друзья, пентаклей. Буквально мы не будем далеко ходить, мы не будем углубляться во всякие пространные и значения карты на тонком плане. Паж пентаклей – это вестник монет. Буквально колода обещает Водолею деньги или хорошее известие о деньгах. Паж пентаклей – это новая зарплата или новый источник доходов, может быть параллельные деньги, параллельная подработка, вторая зарплата, в конце концов, от второй работы. Это просто сообщение о том, что, например, ваши прежние вложения хорошо зарабатывают, окупаются
Сейчас модно инвестировать, сейчас модно держать сбережения в ценных бумагах, в каких-то других активах. То есть просто хорошие новости о деньгах вас ждут. Карта советует решаться на более или менее крупные сделки, решается на то, чтобы просить у начальства повышение зарплаты, решаться на то, чтобы и тратить деньги в расчете на то, что образуется круговорот денег в природе, и они таким образом лучше новые придут. Отличные денежные новости вас ждут. Легкая, практичная, очень понятная неделя для Водолея. Ну и теперь рыбам. Давайте посмотрим, что приготовит это время рыбам. Достается рыбам достается практически соседняя с Водолеями карта, почти, да, королева пентаклей. Крупная денежная карта в колоде Таро. Карта эта фигурная, обещает она женщину. Поэтому, если вы рассчитываете сейчас на чью-то помощь или протекцию, возрадуйтесь, рыбы, потому что вас ждет полезное знакомство или полезное сотрудничество именно с женщиной. Женщина денежная-богатая, которая к вам относится нейтрально, но сейчас готова во всем помогать. Помогать всем, что имеет, а именно деньгами. Вы можете рассчитывать с этой картой на благосклонность начальницы, например, которая определяет, какую зарплату вам установить. Вместе с этой картой вы можете встретить и полезную подругу, с которой вам будет удобно сотрудничать и вести совместный бизнес. Кроме того, королева Пентакли – это, безусловно, и ваш портрет. Посмотрите, это женщина, которая очень уверенно держит одну большую деньгу, ну, или деньги в руках. Это тоже хорошие новости для вас, очень уверенные и с перспективой. То есть это не просто сообщение о деньгах или приход каких-то денежных сумм, это приход какой-то новой финансовой уверенности в вашу жизнь. Поэтому здесь мы более даже склоняемся к мысли о новой зарплате, про которую вы понимаете, что она, да, хорошая сейчас, но она будет впереди расти. У вас много возможностей, возможно, на эти доходы, на этой работе или в этом бизнесе влиять. То есть карта описывает очень умиротворенное отношение к жизни, большую уверенность в себе и уверенность в том, что вашим доходам, вашим финансам и материальной стороне вашей жизни больше ничего не грозит. Ну вот, друзья, мы оценили новую неделю для каждого знака. Я благодарю вас за внимание и желаю вам удачи, здоровья и денег побольше. Увидимся.